Историческая спасательная операция, связанная с судном Alaska Ranger. Это заводское рыболовное судно, принадлежавшее и управляемое рыболовной компанией. Было построено в 1973 году для обслуживания нефтяных месторождений. Судно затонуло 23 марта 2008 года после сообщения о хлынувшей воде всего за несколько часов до полного затопления. Из 47 находившихся на борту спасено 42 человека. Из 5 погибших 4 были найдены мертвыми, а 1 так и не был найден. Береговая охрана изначально была дезинформирована о количестве людей на борту судна и обеспечила обыск с одним пропавшим без вести членом экипажа. Узнав, что еще 1 человек пропал без вести, береговая охрана возобновила поиски, но не нашла члена экипажа. Неожиданное и необъяснимое затопление привело к тому, что экипажу пришлось ночью покинуть судно в холодных водах Берингового моря. Просьбы о помощи по радио были переданы на судно береговой охраны США, которое направилось к этому району, отправляя вертолеты. К концу операции 42 из 47 человек экипажа были обнаружены и благополучно доставлены на берег, большинство из них страдало от сильного переохлаждения. Спасение проводилось с помощью АСК Х-60J Hawk, который дислоцировался на острове Сент-Пол, и Х-65 Долфин, который был прикреплен к АСК Дуглас Монроу, и который спас 20 человек. Еще 22 были спасены рейнджерами Аляски. Журнал Aviation Week and Space Technology наградил спасательную группу, участвовавшую в этой спасательной операции, наградой за героизм Aviation Week 2009. Береговая охрана США считает эту операцию крупнейшей спасательной операцией в холодной воде в своей истории. По данным Национального совета по безопасности, причиной затопления стала потеря одного из 2 рулей. При постройке судна морской архитектор спроектировал отверстие стволов руля выше ватерлинии, чтобы вода не попала в рубку руля в случае выпадения руля. Однако в 1988 году компания United Marine Shipbuilding изменила конструкцию из судна для обслуживания нефтяных скважин на рыболовные. В результате изменений ватерлиния была поднята на 2,5 фута. Это привело к тому, что отверстия ствола руля оказались ниже ватерлинии. Потолок рубки был всего на 20 дюймов выше отверстий багажника. Затопление рубки не должно было его потопить, так как там была водонепроницаемая переборка. Если бы при переоборудовании была установлена водонепроницаемая переборка между секциями рыбоперерабатывающего цеха, судно бы не затонуло. Какой бы ни была причина, вода затопила машинное отделение. В какой-то момент уровень воды стал достаточно высоким, что закоротило главный электрический распределительный щит, и это привело к потере электроэнергии. Капитан Alaska Ranger погиб при затоплении, и неизвестно, почему он не остановил дизельные двигатели. Береговая охрана проверила систему аварийного отключения двигателя за год до затопления и сообщила, что она работает нормально. Береговая охрана США также расследовала затопление через Морской совет по расследованию. В отчете о расследовании Морского совета определен другой сценарий, связанный с причиной несчастного случая. Морская коллегия просмотрела тысячи страниц документов и фотографий, связанных с эксплуатацией и ремонтом судна, подробно изучила установку насадок корд. Морская коллегия также подробно рассмотрела установку руля. В результате этого анализа в отчете был сделан вывод о том, что хотя точное исходное событие, вызвавшее затопление, неизвестно, оно, вероятно, было связано со стойками насадки корд, которые, как считается, испытали чрезмерные нагрузки в местах их крепления к корпусу. В отчете добавлено, что владельцы не смогли должным образом поддерживать конструктивное состояние Alaska Ranger.